Друзья ютуберы, привет! А перед началом давайте посмотрим на нашу активность. Оставим лайков, комментариев и самое главное, выдвинем видео в топ поиска на ютубе, как было недавно с моим предыдущим видео. На него я даже оставлю вам подсказку здесь вверху. И даже ради этого видео я постараюсь не материться, чисто для вас. А это краткий пересказ сериала «Клан Сопрано», 3-й сезон, 12-я серия. Приятного просмотра. Этот хуй в натуре, доктор! Почти угадал, я доктор по хуям. Видал? Пока ты здесь, он тебе и стояк наладит. Кармела решила с дочерью своей Мэдоу посетить что-то наподобие выставки. Глория решила найти Тони, который приехал к Мелфи, и рассказать ему, что она его простила за то, что он как бы не особо хотел быть на ужине в той предыдущей серии. Тони решает узнать Мелфи, стоит ли ему остерегаться эту глупую женщину, потому что она тоже ходит к психологу, и бог только знает, что можно от нее ожидать. Ральфи угорает с пацанов, потому что в их возрасте он добился многого, а они просто сидят и тратят время впустую. Он рассказывает про криминальные дела, которые он когда-то тоже совершал уже и с Тони, и с Джеком старшим, и со всеми, кого уже нету даже в живых. Глория, которая дождалась своего момента выискупления, решает рассказать, что какая-то ее сестра не пускает ее видеться с ее как бы племянниками. Глория приезжает уже к себе на работу. И тут оказывается, что у нее на работе сидит мисс Сопрано, жена именно Тони. Ей нужен был тест-драйв. И Глория, услышав эту фамилию, все поняла и решила тест-драйв ей показать. И довести ее, собственно, до дома. Также поговорить по поводу ее мужа, работы, жизни, детей, как все проходит, узнать свою соперницу лучше. Ральфи все равно продолжает угорать уже дома насчет пацанов, не дает им пожрать, рассказывает про одну игру, которую они выставили однажды, практически выставили Тони и отец Джеки, которые были еще мелкими несовершеннолетними ребятами, решили выставить главную игру, где там был один смотрящий, который хотел их сначала убить, но не получилось. Они эту игру выставили, но прикол в том, что сам Ральфи не участвовал, он заболел кое-чем от кое-кого и, в общем-то, пропустил этот момент, теперь он жалеет об этом. Как обычно у Глории что-то происходит, шины проколоты, и она думает, что это скорее всего та русская, которая, так скажем, очень любит слаба напередок. Которую она, наверное, выяснила, где Глория, и теперь прокалывает ей шины. А, в общем-то, неизвестно, кто проколол. Друг Джеки, который дурачок, предлагает выставить игру. Джеки сначала думает, что это не надо делать, но потом понимает, что надо как-то все равно засветиться. Плюс он знает, что скоро будет проходить игра, и надо что-то делать. Но в этот день или вечер они ничего не делают, потому что им все равно. Черный священник, а теперь вы, наверное, видели все, не считая черных светловолосых персонажей в доме дракона, рассказывает, что когда Христос, собственно, был чернокожим, он помогал людям очищать свои грехи. И не понимает, почему белая женщина к нему пришла на собеседование или чтобы рассказать что-то, он не понимает. Он давно уже не занимается продажей распутных женщин и давно уже завязал с этим. Сейчас у него бизнес только с самим Богом. И не понимает, что этой женщине белой от Бога надо. Она как бы сидит и рассказывает, что раньше здесь был священник, он не особо относился к мальчикам, но тем не менее он ее выслушал. Священник понимает, что женщина пришла к нему просто поговорить и решает ее выслушать. Но это не решает сделать как бы Тони. Не считая того момента, когда Кармеле позвонила Глория рассказать, что появилась новая машина и не хотела бы она устроить тест-драйв. И Кармела проговорилась, что ей звонила классная женщина, которая работает в том самом месте, где продают машины. Именно она показывала тест-драйв, ее зовут Глория. Тони все понимает, приезжает к Глории на работу и чуть не вырывает ее внутреннюю Глорию и говорит, что с ними уже все, конец. Кармела сидит вместе со своей подружкой и думает, не принять ли ей ислам, потому что у нее уже болит голова от всего, она уже не понимает, что происходит.
Глория на правах сопливой бабы решает позвонить и пригласить Тони к себе. Там сначала она разговаривает с ним нежно, что вот так вот, пока он не переиспользует всех женщин, она будет стоять в сторонке. И в итоге она его любит, и под конец, как Тони решил уйти, она говорит, что расскажет все его жене. Тони вежливо намекает Глории, что не надо говорить такие вещи, более того, не надо говорить с моей женой. Глория нежно понимает, что она сказала лишнего, и вроде бы практически все заканчивается в их отношениях, и они наконец-то уже расходятся. А Джеки-младший и кучка дурачков решают выставить ту самую игру, где присутствуют Криси, классный персонаж Фурио и все остальные, кроме основных других старых персонажей. И вроде все проходит гладко, не считая пары нюансов, где Фурио ловит пулю, а одного из игроков отправляют в мир игровых странствий посмертно. Джеки сначала ловит машину и уезжает, а его друг отправляется уже получается на встречу с тем самым игроком, которого они отправили туда. Они решили позвонить доктору, который занимается починкой, собственно, мужских достоинств. И везут Фурио, чтобы он его зашил, как раз наладил его, собственно, достоинство. Криси говорит, что он хочет наказать, Джеки, и что он сомневается в лидерских качествах Тони. Тони это бесит, и он встречается потом уже с Ральфи, который говорит: я не знаю, как это все вышло, я этого не допускал, я этого не понимал, я не при делах. И так и так, хата не моя, сплю я на потолке с краю, и все. Вроде бы я думаю, решу этот вопрос, но главное, дай ему послабление. Тони понимает, что что Ральфи спит с матерью этого Джеки-младшего, значит, ответственность на нем, пускай он сам и делает решение. С такими плохими мыслями он приходит уже к самой, получается, Мелфи, чтобы узнать, как дела у Глории и стоит ли вообще остерегаться, потому что очень-очень много проблем может быть от Глории. Мелфи намеком говорит, что у нее есть проблемы свои личные, и лучше бы ему отмыться от вони Глории и стараться делать свои дела, и не встречаться с ней. Пэтси делает вид, что он просто так катается на машине в тест-драйве, а потом завозит кое-куда уже Глорию. Глория думает, что он сейчас будет ее насиловать либо грабить, но тот говорит, что если еще раз она подойдет к Тони, то последнее лицо она увидит не Тони, а скорее его четырехглазое личико, и уходит. А Глория остается одна. Ральфи говорит матери, получается, того паренька, что так и так, скорее всего, у него проблемы, может, он даже и не появится сегодня. А Кармела говорит, что почему-то та женщина по работе Глория не отвечает, либо отвечает, что говорить она в принципе не может.